Да, вот именно благодаря таким пейзажам, конечно, тут очень прикольно, очень нравится. Сегодня гоночка, трейловая гоночка интересная на 4 километра 300 метров, буквально недалеко от моего дома. При этом подъем, если не ошибаюсь, 300 метров или больше. По-моему, 300-400 метров. Я не ошибаюсь, не могу запомнить. Стандартная дистанция не классическая, поэтому я туплю. Но она интересная тем, что половина будет плоская, а половина будет в горку с хорошим таким подъемом. Интересно, как я справлюсь. Буду показывать вам, конечно же, потому что мероприятие интересное, недалеко от моего дома. Устраивает его герцог-клуб Нови. Утро путаюсь, проснулся в 4:40, 4:30. Вот. Гонка посвящена встрече солнца, встрече лета. И такая вот у нас атмосферка, такое вот утро прекрасное, красивое. Вот. Бегу я сегодня в Адиках. Ади Zero Adios, которые уже полуживые, но все с такой же хорошей стабилизацией. Конечно, было желание надеть карбоны, но решил, что при карабкании в горку может боком вылезти карбон, и его вот эта вот пружинистость, неустойчивость. Вот, поэтому что-то лучше, которая стабилизация обладает гораздо лучшей стабилизацией. Вот. Ну что, увидимся на регистрации. Регистрация в Порто-Нове. Стартовать будем из Порто-Нове. Место красивое очень, тоже все вам покажу. Касаемо самой гонки, тренер мне разрешил поучаствовать. Несмотря на то, что сегодня план вообще длительная по бегу, да. А длительная, это значит, она в аэробе. То есть нагрузка должна быть на низком пульсе. Но, тем не менее, он сказал: окей, поработай, поучаствуй, потому что есть всегда психологическая составляющая, которая играет очень важную роль в тренировочном процессе. То есть тренироваться тебе должно быть интересно. Вот. Поэтому тренер разрешил, при этом вообще по плану стоит почему-то 15 километров, типа 4 на бег и так, и десяточку сверху шлифануть, что ли, как я понял. Ну, не знаю, наверное, после забега попробую шлифануть десяточкой. Ну, не десяточка, хотя бы семерочка. Ну, короче, думаю, нормально. А так, что, бежать-то всего лишь гонка 20-30 минут. Я даже особо и не ел. Поел банан, фиников. Понимаю, что запасы гликогена, которые мне необходимы, они ненадолго нужны, а после уже там наверху будет что поесть, перекусить. Ну, или попить хотя бы точно. Такое сладенькое. Поэтому как-то так. Но факт в том, что 2 тренировки уже, которые, по факту 3, 2 тренировки в неделю развивающие, это уже, не то чтобы серьезно, как бы вам сказать, это уже нагрузка более серьезная. Как еще сформулировать? Нагрузка более сильная, и с ней нужно быть осторожным, потому что очень легко схватить перетрен, очень легко загнать себя. Поэтому, конечно же, например, перерыв должен быть перед ними, как минимум, не знаю, должно быть несколько бассейнов, несколько дней отдыха обязательно. То есть у меня последняя развивающая, такая сильная была аж во вторник, сегодня суббота. Как бы приемлемо. Вот, учитывая то, что завтра будет веловосстановительная на низком пульсе, а следующая только вот опять во вторник, как бы промежуток нормальный в целом. Вчера был бассейн, одни бассейны я вообще не считаю, там как бы вот в среду я плавал на пульсе 115 вообще. И весь день потом отдыхал. Что там делать-то больше еще? Вот и все. Поэтому старты — это прикольно. Часто стартовать — это интересно, потому что у меня получилось уже 3-я неделя старта фактически. Я стартовал в Котлоне, потом стартовал спринт, триатлон в прошлую субботу. Вот 3 недели подряд. И вот сейчас вот горки. При этом я все недели еще накручиваю объемы и тренируюсь, да. Но, слава богу, гонки незначительные, как бы все в пределах часа, там, час 10. Акватлон сколько? 40 минут. Спринт там час 10, час 13. И сейчас минут 30-40 побегаю. И все. И пойдет. Поэтому работаем.
Показываю вам Порто-Нови. Есть в Черногории два таких места. Порто-Монтенегро и Порто-Нови. Фешенебельных, потрясающих, красивых. Туда, куда приезжают яхты очень-очень дорогие. Вот. Вот здесь школа интернациональная, которая называется Бока. Такие деревья огромные. Вечерком выйти сюда на променад отлично вообще. Погулять, есть мороженое в году. Очень красиво тут. Поскольку я иду из дома, я себе налил бутылку, которую могу выкинуть. Вот немного изотоника, совсем чуть-чуть. Уже отпил сколько-то. И загружаюсь. Немножечко, да, хоть это можно не делать, такую короткую дистанцию, но все равно 40 минут это десяточка в таком хорошем темпе, да? Вот. Поэтому лучше позагрузиться. Вообще в идеале перед плюс-минус большими гонками я это делаю накануне вообще, да? Пью изотоник, уже начинаю пить изотоник накануне. Вот, поэтому, конечно, такое. Если бы я знал, что скорости там не будут высокими, там или что-то еще, я бы изотоник в сумочку себе сунул. У меня сумочка такая, в которой бутылку можно вставлять. Вот. Ну и красота. Правда, птички своими орами, наверное, мешают спать местным жителям. Кто такой худой и стройный? Приветствую. Говорю, вот это ответы появились. Doduše, drugarice su opasno na Браво. Доброе утро. Рустам. Браво. А, про очки я понял. Про на очара, да, ага. Srećno. Понял. Ima si igla. It will be rain, so you need to have you know, on the car, how it's called, to clean the windows. So you need to have here also to clean your Okay, glass. I think I will put it down because I just take it for the some, you know. You can leave it. You can leave it to my car, and I will go up. No, after, I will because- go with because some mosquitoes go twice. No, so that's the reason. Because okay. it's not just. I'm not in the club. You have big big eye. Or you are too fast. You are really fast. But this is your area now. Running and uphill, you are lightweight. You can be good. You think? Yeah. And this first part go hard. You will be the first, of course, on this flat part. But who are you running? No. No, you're not running. So who is you know, who is The best one. Best one. This guy can be good, I know. but you are faster than he. I know. Okay. I'll try. Короче, когда я подошел, начали угорать над очками моими, но я их надел, чтобы мне москиты в глаза не летели, блин. Он говорит, зачем такие большие очки? Ты что, ночью солнце мешает? Вот. Поэтому Иван Герасименко. Очень крутой дяденька. На акватлоне вы видели его? Привет. Здорово. Он в прошлые выходные пробежал в Укртрейл. Сколько километров там было, я забыл. 60, И сколько набор? почти 4, 3700. Вот машина, просто машина. Ну что, живой? Да? Что, пошли забежимся? Да. Делаем разминочку, немножко побегать нужно. Метров 700, километр, может 2. Вот. Иван дает наставление. Маршрут вообще непонятен, кстати говоря. Я его хоть и посмотрел, я по нему не проходился, а они-то вон. В среду он меня звал, кстати, любезно, на изучение маршрута, но я отказался, потому что тренировка была. Išao otud. Prvo je preplivala iz pršnja, onda je sjela na Да, на таком закате, конечно, на таком рассвете вообще красиво. Тут где-то маленькие 2-3 атлета пробежали. Ну и маленькие 3 атлеты. 3 сьютиках, каторских. А чуваки говорят, что типа все какие-то лица такие настроенные на победу. Только что сказали, что трек изменился, несмотря на то, что я в часы забил трек гонки дистанцию, для того, чтобы она мне показывала, куда бежать. Трек немножко будет другой. И это интересно, потому что
Лука подходит, говорит, если ты будешь первый вдруг, если ты не туда побежишь, все побегут не туда. Поэтому давай правильно беги, и объясни мне на словах. Первая часть изменилась, потому что не хватает волонтеров для того, чтобы, ну, всех поставить, или указатель здесь нельзя рисовать, все такое. Поэтому мы бежим по-простому, прямо направо и потом налево, и там уже будет понятно. Ну что, я камеру взял с собой, вы все увидите. Ovo je lažni start. Samo od Crnoj Gore u Herceg-Novom. Лажа старт. Он говорит, сейчас старт для фотографии будет. Типа, стартанем, сфоткаемся, а потом все. Потом ничего не будет. Потом настоящий старт. Взял на меня сейчас всю ответственность огромную положил. Говорит, это будет лидер, на меня показывает. И говорит, за ним бегите, он вам дорогу покажет. Молодец, конечно. Организаторы триатлон-клуб Herceg-Novi. Все, стартуем. 4, 3, 2, 1. Idemo. Блять. Не. Ай, ай. Собаки напали. Блять, не туда убежал. Супер. Не може бути. А, ты про нашего? Čestitam, to je prvi ti. Ko je pobjedio? Bravo. Он победил. Malo za malo si mi pobjegao. I jesi ga zvao? Ой, горку тяжко. Товарищ говорит, углеводы полезные. Дают водичку, угощают хворостом вот таким вкусным. Сколько у нас время? Ну, вот, нет, не астрономическое. Время у лидера там. Сегодняшнего? Да. Ну вот 27 минут, наверное, 28. У меня неправильные часы. Dobar trkač. Biće bolji plivač. Ruslan Mendubajev. Резюмируем. Гонка красивая. Набор 400 метров. Примерно 4,5 километра. 3 раза почти на меня напали собаки. Хватал палки. Убежал не туда. Меня обогнал трейл-раннер из Подгорицы. Мы с ним поговорили. И, конечно, бег. Трейл-раннинг — это совсем другое. Другая нагрузка. У меня ноги не устали. Но это был высокий пульс очень. Средний 188. Хотя я по времени за 28 минут уложился. Ну, это неплохое время. Я планировал вообще 35, хотя я не знал трассу. Не мог спланировать, да, я видел только трек небольшой. Вот, поэтому гонка интересная. Прошлепал поворот, но это нормально, это трейл-раннинг. Я отвлекся на собак. Поэтому вот так. Сейчас забегаю, и второе место тоже неплохо. Ребят догоняют уже меня. Мы спускаемся, и я бегу в тренировку. Чем мне не нравится трейл-раннинг? Тем, что довольно опасно. Вот, и гавкают собаки, которым я убежал не туда. Совершенно куски вставлю. Вот. Увидимся, подписывайтесь. Старт — это прикольно.